Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я сделала подборку 7 легендарных тортов, любимых действительно миллионами. Это торт Прага, торт Полет, торт Птичье молоко, торт Пьяная вишня, классический медовик, классический Наполеон и торт Обширон, который будем готовить даже без глютена, без муки. Рецепты эти все на моем канале проверены временем. Я получила уже тысячи положительных отзывов за эти рецепты с благодарностью от моих подписчиков. Рецепты все подробные в данном видео и список ингредиентов к этим тортам вы, конечно же, найдете в инфобоксе под данным видео. Я готовлю торт Прага. Готовить я его буду по советскому рецепту, по ГОСТу, можно сказать. И я покажу все нюансы, на которые следует обратить внимание при приготовлении данного торта. Здесь у меня 6 яиц, 6 желтков, 6 белков, яйца весом по 50 грамм, 150 грамм сахара, включая пакетик ванильного сахара, 115 грамм муки, 25 грамм какао-порошка и 40 грамм растопленного сливочного масла. Я добавляю сразу весь ванильный сахар и немного обычного сахара в белки и начинаю взбивать их до устойчивых пиков. Белковую массу, здесь 6 белков, я буду взбивать где-то минуты 4. В итоге у меня получится вот такая глянцевая красивая меренга. Я отставляю ее в сторону и начинаю взбивать желтки. Желтки нужно взбивать также не менее 4 минут. Многие этого не делают, а зря. Желтки также должны очень сильно увеличиться в объеме, побелеть. И сахар вводим в несколько приемов в желтки. Сразу ни в коем случае весь сахар в желтки не добавляем. И заранее желтки также сахаром не засыпаем. Вот такая масса в итоге после взбивания желтков. Минуты 4 где-то я взбивала, должна получиться. Теперь миксер мне больше уже не понадобится. Делается этот бисквит совсем несложно. Именно масляный бисквит, здесь шоколадный. Сейчас я расскажу, на какие нюансы нужно будет обратить внимание. Вот именно в выпекании. Добавляю всю белковую массу в желтки. Перемешиваю аккуратно лопаткой. Сверху вниз, складывающими движениями. Делается это все совсем несложно. Вот такая в итоге пышная масса у меня получилась. Теперь я туда просеиваю все сухие ингредиенты. Вы же можете просеивать в несколько приемов. Здесь, в принципе, небольшой объем сухой смеси, поэтому я просеиваю все сразу. Вы же, если новичок, просеивайте в несколько приемов. Перемешиваем все так же аккуратно лопаткой до однородности. И вводим под конец туда все масло сливочное. Масло сливочное ни в коем случае не вводим горячим. Даем ему обязательно остыть до комнатной температуры. И потом его вливаем уже в тесто. Также перемешиваем аккуратно лопаткой. В принципе, тесто готово. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. И вот здесь очень важный момент, про который я хотела вам сказать. Я выпекаю всегда этот масляный бисквит, когда мне нужен торт Прага, в 2 формах. Потому что сколько раз я уже за много лет пробовала выпекать этот бисквит в одной форме, он всегда получается у меня с шапочкой. Вот когда я пеку в 2 разных формах, никогда шапочки у меня не образуется. Выпекаться у меня здесь форма по 20 сантиметров я выставила, разъемные. Выпекаться у меня будет бисквит всего лишь 18 минут. Это в моей духовке 175 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции. Вы же смотрите по вашим духовкам. Если у вас 2 форм нет, и вам придется все-таки в одной форме выпекать, где-то минут 35, может быть даже 40 у вас придется вот именно на 20 сантиметров в диаметре выпекать. Прошло у меня 18 минут, проверила я шпажкой, она выходит сухая и чистая, бисквиты идеально ровные, что нельзя сказать о том бисквите, если бы мы выпекали в одной форме, как правило, будет горка у этого бисквита, шапочка. Эти бисквиты я разрежу абсолютно без остатков, без обрезков, что мне и нужно, на 4 ровных коржа я их разрежу. Сейчас, как только я могу дотрагиваться до формы, я сразу же извлекаю бисквиты из формы, убираю их, дав им остыть до комнатной температуры, убираю их в пищевой пленке на пару часов в холодильник. И потом буду нарезать сразу. Видите, горки нет.
И вот в таком виде сейчас убираю в холодильник. И бисквиты, так как мы их выпекали совсем недолго, они более влажные, потому что чем дольше печется этот бисквит, тем более сухим он становится. Вот именно этот бисквит масляный, шоколадный. Проверено уже на опыте, на собственном. Здесь у меня прошло уже пару часов, я достала их из холодильника. Видите, какие они получаются у меня эластичные. Их видно, когда я их беру в руки. И вот так ровно они идеально нарезаются. Обрезков нет никаких. Все, что мне нужно, я все разрезала. Тот самый пражский крем, который готовится на желтках, в сгущенном молоке. Необыкновенно вкусный, подходит как для начинки тортов. Во-первых, идет, конечно же, в начинку торта Прага. Для этого я беру, здесь у меня двойная порция, 2 желтка. Желтки от яиц весом по 50 грамм яйца. Пакетик ванильного сахара 8 грамм, это на 2 желтка я беру. 40 миллилитров воды. Вода такая средняя, теплая. И хорошо очень все это перемешиваю до однородности. И сейчас я беру также 240 грамм сгущенного молока. Переливаю туда всю желтковую смесь. И также все это перемешиваю очень хорошо до однородности. И сразу же иду сейчас всю эту смесь нагревать до температуры примерно 82 градусов, когда пойдут первые пузыри. То есть начнется кипение. И также это можно делать на водяной бане, но я никогда это не делаю на водяной бане, но кто-то делает. И прекрасно получается все это на умеренном, конечно же, огне. Огонь умеренный и непрерывно помешиваю силиконовой лопаткой. Вся смесь должна у нас слегка потемнеть, загустеть. Вот видите, здесь уже перед началом закипания я вам показываю этот отрезок. И вот так начинается активное кипение, и я сразу снимаю с огня. Перекладываю в посуду, которая удобна для остывания, и накрываю обязательно пищевой пленкой в контакт и оставляю остужаться до комнатной температуры, чтобы смесь достигла максимум 25 градусов Цельсия, чтобы она была не выше в данном случае, потому что у нас в смеси нет ни муки, ни крахмала, поэтому взбиваться она будет даже на более низкой температуре. Потому что когда с крахмалом заварная основа, она всегда требует более высокой температуры для взбивания. Здесь у меня 400 грамм масла, оно у меня будет нагреваться до комнатной температуры. Примерно 3 часа у меня сейчас прошло. Здесь я беру также 20 грамм какао-порошка. Какао у меня не алкализованный порошок, обычный. И начинаю взбивать сначала масло. Масло я взбиваю до пышности, до побеления минут 5. И масло у меня здесь качественное, 82% жирности. Вот такая пышная, побелевшая сильно масса должна получиться, глянцевая. Это очень важный момент взбивания масла. От этого зависит успех всего крема. Туда добавляю сразу весь какао-порошок. Это обычный какао-порошок для выпекания. То есть это ни в коем случае не какао-напиток, не подслащенный, а именно горький какао-порошок. И начинаю взбивать до однородности. На этом отрезке взбивания я обязательно здесь все собираю с боков миски, в которой я взбиваю, и опять пробиваю все это венчиками. Вот такая однородная глянцевая масса у нас получается. И сейчас я туда введу всю заварную основу по несколько ложек. Заварная основа, еще раз повторяю, должна быть остужена до комнатной температуры. Не более 25 градусов Цельсия в ней должно быть, не более. 21-25 градусов. И прорабатываю все это миксером до однородности. В итоге у нас получится вот такая глянцевая плотная масса. Крем очень вкусный. Тот самый вкус советского пражского крема. Богатый, насыщенный и в то же время очень просто готовится. Здесь у меня ромовая эссенция. 2 капли буквально добавлю. Вы же можете также взять чайную ложку коньяка. Можете вообще ничего не добавлять, но я всегда в пражский крем добавляю. Потом я буду уже в следующем видео собирать торт Прага. Покажу, как бисквит готовится на этот торт. Как он собирается, глазурь.
И вот такая консистенция глянцевая, шелковистая получается у крема. Итак, я приступаю к сборке торта. Я, во-первых, приготовила здесь сироп. Я вскипятила 50 грамм сахара и 50 грамм воды. Довела до кипения, остудила и добавила туда несколько капель ромовой эссенции. Вы же можете добавлять чайную или даже столовую ложку коньяка, как вы любите. Но мне нужно было, чтобы этот торт кушали и взрослые, и дети, поэтому я добавляю ромовую эссенцию. Вообще в ГОСТовском рецепте, конечно же, идет коньяк. Это я сразу говорю. Крем я свой разделила на 3 части. Крем я здесь сделала, по сути, двойную порцию. Поэтому здесь у меня кремовые прослойки достаточно такие высокенькие. Если же вы любите меньше крема, делайте смело одну порцию, они будут едва заметные у вас. Если вам подойдет такое количество небольшое крема, то делайте смело одну порцию крема, чтобы слегка промазать коржи. Коржи все обильно пропитываем. Также распространяем крем, выравниваем его сразу, потому что это ни в коем случае не сливочный крем, который сам выровняется. Сразу разравниваем и укладываем коржи. Благодаря тому, что время на выпекание бисквитов было совсем маленькое, коржи получаются более эластичными. И еще раз советую все-таки этот именно бисквит выпекать в 2 формах. У кого есть эти 2 формы, но уж у кого нету, тогда выпекайте в одной. Пропитываем, и сейчас я уберу его в холодильник, чтобы он немножко у меня стабилизировался. Буквально на пару часов его уберу в холодильник. Вот так выглядит мой торт. Достаточно ровно должны выглядеть у нас бока, чтобы потом глазурь наносилась ровно. Здесь у меня 100 грамм абрикосового джема. Я его растопила в микроволновке. На холодный торт его наношу сверху. И сразу же распространяю по всему верху торта и по бокам немножко. Джем очень быстро схватывается на холодном торте. И также его ставлю на несколько минут в холодильник, пока я приготовлю глазурь. Для торта я беру 100 грамм сливочного масла и 100 грамм шоколада. Темный шоколад не менее 60% какао. Здесь у меня по 150 и того, так как мне нужно было еще на другой десерт шоколад доставить эту глазурь. Поэтому здесь у меня по 150 грамм и масло, и шоколада, но мы берем на рецепт по 100 грамм. Этого достаточно именно на данный торт. Я все это напишу в описании к данному видео. Просто наливаем сверху эту глазурь. Очень простой рецепт, здесь не ошибетесь. Теперь все это шпателем я выравниваю по бокам. Слегка только бока у меня прикроются сейчас глазурью. Я ставлю буквально на несколько минут в холодильник. Потом опять достала после буквально 15 минут проведения в холодильнике. И выровняла еще дополнительно бока глазурью. Теперь просто пишу надпись, как мне нравится. И все, в принципе, торт мой готов. Его можно также украсить и кремом, этот торт. Много раз я украшала этот торт и белково-заварным кремом. И прекрасно ложится на эту глазурь белково-заварной крем. Сразу отвечаю на вопрос, потому что наверняка этот вопрос будет задаваться в комментариях. Очень хорошо ложится белковый крем именно на эту глазурь. Можете смело его делать. Где-то за полчаса достаем заранее из холодильника, и нарезается он очень хорошо, очень легко. Вот такой ровный разрез у него получается. Торт очень сливочный на вкус. И всем советую его приготовить. Готовится он очень быстро и совсем не сложно. Я делаю легендарный торт-полет, рассыпчатый безейный торт с необыкновенно вкусным кремом шарлотт. И покажу и расскажу, как он делается в этом видео. Итак, здесь у меня 150 грамм обжаренного арахиса, не соленого. Измельчаю теперь до такой различной крошки. Будут и крупные, и мелкие части здесь. Вот так она и должна быть, эта крошка. Здесь 180 грамм белка. Это белки от 6 средних яиц. Весом по 50 грамм яйца. Щепотка соли.
И здесь в общей сложности 360 грамм сахара вместе с 2 пакетиками ванильного сахара. Все это сейчас перемешиваю до однородности. Иду сейчас на паровую баню. Буду делать швейцарскую меренгу. Всю белковую массу нагрею на пару до того состояния, чтобы полностью разошелся сахар. Это делается очень недолго, буквально минута-две. Здесь очень важно смотреть, чтобы белки у вас не заварились. И сразу же, пока белки еще в теплом виде, я начинаю взбивать эту массу. Достаточно где-то до 50 градусов Цельсия прогреть массу. Взбиваю сейчас до такой очень плотной, красивой меренги. Взбивала я минут 7. Здесь у меня маломощный ручной миксер. Я сегодня решила показать вам именно слабеньким миксером. Далеко не у всех есть такие мощные планетарные миксеры, но торт любимый с детства очень многими. И поэтому его реально сделать дома. Хочу вот показать вам в этом видео. Пики вот такие, как всегда у нас у меренги получаются, слегка подрагивающие. Перекладываю в кондитерский мешок сейчас буквально 2 столовые ложки этого крема. Насадка у меня здесь 195 кондитерская. И сейчас в оставшуюся меренгу я вмешиваю порциями всю арахисовую крошку. Вместо арахиса можете брать абсолютно любой орех. Но изначально в том самом рецепте из нашего детства шел арахис. И здесь перемешиваем очень аккуратно лопаткой, складывающими движениями. Итак, перекладываю сейчас всю эту массу в 2 кондитерских мешка. Вы можете ничего не перекладывать, просто на пергамент всю эту массу ложкой можете выкладывать. Мне удобнее вот так вот сделать. Кондитерское кольцо я здесь взяла просто для обозначения границы. Я его сейчас уберу. Делать буду сегодня также без кондитерских колец. 22 сантиметра в диаметре у меня будет 2 коржа. Я люблю этот торт делать всегда пониже и пошире, потому что иначе его очень тяжело нарезать, такой торт. Разровняли эти коржи. И сейчас я из кондитерской насадки 195 отсаживаю вот такие вот безешки, которыми мы потом украсим торт. И также я отсажу несколько палочек безейных, которые я потом буду использовать на обсыпку торта. Духовка у меня уже разогрета на 85 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции. Я буду сушить большие коржи примерно 2,5 часа, маленькие безешки буду сушить 1,5 часа. Итак, а в это время я буду делать крем-шарлотт. Здесь 200 мл молока, 280 грамм сахара, включая пакетик ванильного сахара. Оставила теперь 1/5 часть сахара в желтки, а остальной сахар перемешиваю с молоком. И иду сейчас, ставлю это молоко, довожу до кипения, и пусть оно у меня прокипит примерно 2 минуты. 4 желтка. Я перемешиваю до однородности и добавляю туда сахар. Вот этот оставшийся 1/5 часть сахара от общего количества. Все это перемешиваю. Сахар не растворится в желтках, этого добиваться не нужно. Он полностью у нас растворится потом в молоке уже. Очень многие боятся крем-шарлотт готовить, но не нужно этого бояться, он очень простой. Сейчас сварим вот этот яичный сироп. Мне кажется, он даже проще готовится, чем заварные кремы. Он никогда не расслаивается. Есть подробнейший рецепт у меня по крему шарлотт. Я оставлю в описании к данному видео ссылку на тот рецепт. Молоко прокипело примерно 2 минуты. И я тонкой струйкой, помешивая в желтках сейчас, венчиком, ввожу молочный сироп в желтки. Он такого странного цвета будет, полупрозрачного. Это нормально, он таким и должен быть. И сейчас сразу же всю эту желтковую массу отправляю обратно в кастрюлю. Все это перемешиваю и ставлю обратно на огонь, довожу до кипения. Быстро достаточно закипит, на умеренном огне при непрерывном помешивании я сейчас работаю. В кастрюле, естественно, с толстым дном.
Закипела масса. И сейчас она у меня должна прокипеть примерно 1,5–2 минуты. И тогда снимаем с огня. Вот такие характерные пузыри будут идти из нее. И все, снимаем с огня. Переливаем сразу в емкость, где она у меня будет остывать до комнатной температуры. Она всегда получается, эта масса. Главное ее мешать и взять кастрюлю с толстым дном и на умеренном огне делать. Накрываем сейчас пищевой пленкой в контакт и остужаем до комнатной температуры. В это время, пока я готовила вот эту заварную основу, уже высушились у меня мелкие безешки. И я сейчас их уже отставляю в сторону, я их уже достала с противня, а 2 крупных коржа у меня также допекались там, примерно 2,5 часа. Остыла заварная основа, вот этот яичный сироп у меня, до комнатной температуры. И масло здесь у меня 330 грамм размягченного сливочного масла. Я взбиваю до пышности минут 5 примерно. И теперь по 2 столовые ложки я добавляю туда к маслу вот этот яичный желтковый сироп. В крайнем случае вы можете взять на это количество крема 1,5 яйца вместо 4 желтков, если уж нет совсем у вас желтков. Но у нас остается от меренги так и так желтки. У нас так и так от меренги остались желтки. Крем готов. Взбивается это все очень быстро. Крем Шарлотт один из самых красивых кремов. На вот этом этапе можно было добавить в него также коньяк. Высушились 2 коржа. Начинаю сборку торта. Они должны стучать, они должны быть полностью сухими. В них деревянная шпажка должна вкручиваться. То есть вот настолько они сухие. Теперь разделила крем на 3 части. Одну часть крема я выкладываю на первый корж, разравниваю. Второй корж выкладываю на него, на второй уже корж выкладываю вторую часть крема, тоже разравниваю. И здесь на данном этапе разровняла бока. Сейчас те безешки, которые мы приготовили для обсыпки, измельчаю их прямо вот так рукой. Их можно скалкой в пакете измельчить. Они абсолютно сухие. Вот такими они должны быть. Они очень плотные, эти безешки. За это я и люблю швейцарскую меренгу. Хотя изначально этот торт готовится на французской меренге. Измельченным безе мы посыпаем бока торта и делаем такую окантовку сверху торта. Делается это все очень просто. Здесь рецепт очень простой, но этот вкус знакомый, очень и любимый очень многими с детства, я думаю, порадует всех. И как вы видите, приготовить его реально в домашних условиях, этот торт, и обычными совсем средствами. Здесь третью часть крема я также поделила на 2 части. В одну часть я добавляю сейчас 1 столовую ложку какао, перемешиваю. Вторую часть крема я ее выложила в кондитерский мешок с насадкой 1Е. Вот такой крем шоколадный у нас получился. Я его выложила в кондитерский мешок с насадкой листик. Сейчас делаю вот такую вот фигуру здесь на тортике из насадки листик. Из насадки 1Е делаю вот такие розеточки. Можно вообще этого ничего не делать, но я делаю. Украшаем безе, которые мы высушили заранее. И вот такие листики произвольные отсаживаю также. И в принципе торт уже готов. Сейчас на 2–3 часа убираю в холодильник. И уже потом можно нарезать. У меня прошло ровно 3 часа. Торт уже стабилизировался очень хорошо. Он очень хорошо нарезается, очень ровно. Главное делать такие пропиливающие движения острым ножом. Не нужно сразу нажимать сверху на такой торт, а вот как бы пропиливающие такие движения делаем. Вот так прекрасно он выглядит в разрезе. То есть вот эти вот выемки мелкие, это там орехи у меня были просто. Коржи очень рассыпчатые, хрустящие. И очень нежный крем Шарлотт превосходно дополняет эти коржи. Я делаю классический медовик. Коржи получаются необыкновенно вкусными, идеально ровными. Даже при выпекании эти коржи сохраняют свою форму, не видоизменяются. И так покажу и расскажу все в данном видео. Здесь у меня 3 яйца. Каждое яйцо весом по 50 грамм. Туда же я отправляю щепотку соли, 180 грамм сахара, 150 грамм меда,
Мед здесь берите, который более такой насыщенный по вкусу, чтобы он чувствовался у вас в торте. 90 грамм сливочного масла. У меня размягченное оно уже сливочное масло. И 1,5 чайных ложки без горки соды. Ни в коем случае не с горкой. Без горки 1,5 чайных ложки. И идем сейчас, нагреем эту смесь на умеренном огне. Кастрюля у меня с толстым дном. До полного растворения сахара, масла. И чтобы сода вступила в реакцию с медом, так как мед имеет кислую среду, он погасит соду. Видите, как только масса начала белеть слегка, сахар полностью растворился, и сразу же уже снимаем с огня. Уже все готово. Эту очень теплую смесь переливаем в емкость, где будем замешивать тесто. Сейчас я просеиваю туда 600 грамм муки. Здесь у меня останется еще грамм 30 муки. Смотрите по качеству вашей муки. Она везде разная мука. И замешаю сейчас буквально плотной такой силиконовой лопаткой все это тесто. Делается это очень быстро. В процессе вымешивания вот так выглядит тесто. Вы можете и руками замешивать это тесто. Просто силиконовой лопаткой плотной удобно, она не липнет. И вот такое тесто в итоге у меня уже получается. Оно уже практически не липнет к рукам. Вы его можете на полчаса убрать в холодильник, но я этого не буду делать. Вот эти оставшиеся 30 грамм муки здесь у меня, я ими просто припыляю поверхность. Я все это подробно напишу в описании к данному видео. Сейчас раскатываю такой жгут из теста и делю это тесто на 11 частей. Примерно они у меня по 100-105 граммов. Можно их взвесить. Вот такие шарики я скатала из теста. И обязательно в процессе работы накройте шарики пищевой пленкой, чтобы тесто не заветривалось. И сразу же начинаю раскатывать тесто. Я даже не даю ему лежать в холодильнике. Если оно полежит, оно не будет так сильно пузыриться. Но у меня времени не было, и я вам показываю даже результат, когда это тесто абсолютно не лежало в холодильнике. Духовка у меня уже разогрета на 180 градусов Цельсия. Режим вверх-вниз без конвекции. Раскатываю сейчас не толще, чем 3 мм этот корж. То есть корж должен быть достаточно тонким. Сейчас вырезаю сразу по трафарету. Трафарет у меня сегодня крышка 21 сантиметр. И отправляю выпекаться примерно на 8-10 минут. Смотрите по своей духовке. Накалываю здесь вилкой, но можно этого не делать. Покажу следующие коржи, как я их не накалывала. То есть разницы особой здесь нет. И убираем сейчас где-то 8-10 минут. Смотрите по вашей духовке. Вот так испекся у меня корж. Обрезки я сейчас вам покажу, как я их делаю, чтобы они не подгорали. Они, бывает, подгорают. Я их потом скатываю в единый такой жгутик, чтобы они уже у меня были более плотным таким кусочком выпекались. Делаем также следующие коржи. Вот такой жгутик я, видите, собрала все обрезки и буду выпекать единым жгутиком таким. Так будет лучше, потому что обрезки таким образом не подгорают. Вот так вот выпекся корж без накалывания вилкой. Сейчас я сразу его прижимаю крышкой в горячем еще виде, чтобы все мелкие даже пузыри ушли. Обязательно в горячем виде, потом уже ничего с ним не сможете сделать. Если полежит тесто где-то полчаса в холодильнике, уже пузырей будет гораздо меньше или вообще их может не быть. Коржи не липнут друг к другу, их можно складывать уже стопочкой. Я выпекла 11 коржей, они идеально ровные. Вот такие обрезки у меня получились. Видите, вот эти жгутики также, они у меня все пропеклись.
Теперь приготовим крем. В данном видео я буду делать классический сметанный крем. Больше всего я люблю с медовиком именно сметанный крем. Можно также заварной крем приготовить. Здесь у меня 400 мл очень хорошо охлажденных сливок, 2 пакетика ванильного сахара и 200 грамм сахарной пудры. Взбили сливки и добавляем туда 800 грамм сметаны. Очень хорошо охлажденный, 30% жирности. Можете 25 добавить. Просто для густоты крема я всегда беру наиболее высокую жирность у сметаны. Все это просто аккуратно перемешиваем. Ни в коем случае ничего не взбиваем венчиками. Крем уже готов. То есть крем элементарный. Вы можете также использовать заварные виды кремов, различные. Огромное количество заварных кремов есть на моем канале. В плейлисте рецепты кремов вы найдете огромное количество крема. Итак, начинаю собирать торт. Я выкладываю примерно по 3 столовых ложки таких полных с большой горкой крема на каждый корж. Это примерно 120 грамм. Я взвешивала уже на весах, знаю уже это. И аккуратно распределяю все это, чтобы ровный был у меня слой крема. И таким образом сейчас буду собирать весь торт. Видите, вот этот корж я накалывала вилкой. Особой разницы я не увидела никакой. Торт получается сразу идеально ровным, потому что коржи не изменяются при выпекании, то есть они не стягиваются, тесто очень хорошее. Здесь я хочу отметить, что если вам нужно рассчитать на более большой диаметр, если вам, допустим, нужен торт 24 сантиметра диаметром, у вас получится где-то 10 коржей, 9-10 коржей. Если 26 сантиметров, 7-8 коржей. То есть просто будут ниже у вас эти тортики. И также такое же количество сметанного крема тогда берите. Здесь у меня полностью уже торт собран. Стягиваю его ацетатной пленкой и кондитерским кольцом и убираю его на ночь в холодильник. Для того, чтобы торт очень хорошо пропитался. Потому что медовик, он требует пропитки, конечно же. Прошла ночь. И я сейчас измельчаю в измельчителе обрезки, просто чтобы посыпать торт. Еще хотела сказать, что если вам не нужна посыпка для этого торта, конечно же, коржей у вас будет больше. Вы тогда можете их раскатывать непосредственно уже на то количество, на которое вам нужно. Достала торт из холодильника, снимаю с него кольцо кондитерское. Вы посмотрите, какой он идеально ровный, этот торт. Ничего в нем не нужно ни подрезать, ни обрабатывать. Сейчас измельченной крошкой я покрываю бока торта. Вы также можете измельчить орехом мелким, посыпать, если вам нравится. Здесь у меня форма для пельменей. И очень удобно сделать такую имитацию как бы пчелиных сот. Такой рисунок. Это просто у кого будет желание. Это абсолютно не обязательно. Просто как такая декорация для медовика. Получается такой сразу рисунок. Украшаем по желанию. У меня здесь орехи, безе, конфеты. И торт уже готов. Нарезается он идеально ровно, этот торт. Вот такой красивый у него разрез. И торт, конечно же, необыкновенно вкусный. Он просто тает во рту. И он не забит ни сахаром, ни чрезмерным количеством сливочного масла. Очень советую попробовать мой рецепт. Он очень хорошо надламывается вилкой, все коржи прослеживаются. И я надеюсь, что видео было полезно. Сегодня в данном видео я делаю знаменитый, очень многими любимый торт «Пьяная вишня». Делать я его буду в безалкогольной версии. Торт готовится очень просто и быстро, из самых простых и доступных продуктов. Без сливок, без желатина, без сыров дорогостоящих. Торт получается необыкновенно сочным, ароматным, вкусным, буквально тающим во рту. Итак, сначала мы приготовим бисквит. Для бисквита мне понадобится 330 грамм муки, 60 грамм какао-порошка,
какао у меня здесь не алкализованный порошок и 15 грамм разрыхлителя. Все это я просто перемешиваю и отставлю пока в сторону. 6 яиц среднего размера, весом без скорлупы примерно по 50 грамм, щепотка соли, 16 грамм ванильного сахара. Повзбиваю все сейчас до состояния такой пены. И добавляю туда сейчас порциями 270 грамм сахара. Взбиваю примерно 3-4 минуты до состояния вот такой вот побелевшей массы. Добавляю также туда 150 грамм растопленного сливочного масла, ни в коем случае не горячего, и 150 миллилитров молока комнатной температуры. Все это я просто перемешиваю, ничего дальше не взбиваю. Всю сухую смесь я просеиваю сейчас в эту жидкую массу. Ничего порциями я здесь не ввожу. Перемешивать буду также миксером. Миксер здесь у меня ручной, 300 ватт мощностью миксера. То есть очень маломощный миксер, даже домашний ваш справится. Форма здесь у меня для выпекания 24 сантиметра в диаметре. Это форма у меня кондитерское кольцо без дна. Я застелила его фольгой и бока просто простелила бумагой для выпечки. Выпекать буду при температуре 175 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции. Примерно 45-50 минут. Дверцу духовки во время выпекания, конечно же, не открываем. Итак, подготовим вишню. 750 грамм здесь у меня свежемороженой вишни без косточек. Вишня именно должна быть кислая, не черешня. Добавляю туда также 200 грамм сахара и один вот такой вот флакончик ароматизатора рома. Также можно вместо ароматизатора добавить 2 столовые ложки коньяка. Это уже по вашему вкусу. Если вы алкогольную версию хотите делать, все равно алкоголь испаряется при нагревании. Либо же, если совсем без алкоголя, можно добавить 1 чайную ложку корицы на всю эту массу. Доводим сейчас до закипания. Ничего я здесь не кипячу, сахар растворился, вишня закипела. Как только закипела масса, сразу снимаю с огня. Всю жидкость я сливаю. Вишня обтекает у меня вот так на сите. Отставляю пока в сторону, чтобы все это остыло до комнатной температуры. Бисквит испекся. Я его проверяю вот так шпажкой. Она выходит у меня сухая и чистая из бисквита. 100 мл сока вишневого отливаю отдельно для приготовления крема и отставляю пока в сторону. Конечно, взвешиваю на весах. 250 грамм размягченного сливочного масла. Повзбивала пару минут. Добавляю туда 380-390 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. И сразу же добавляю туда 100 мл вишневого сока. Крем не должен быть идеально плотным. Он загустеет слегка, но такой плотности, как для, допустим, украшения, нам здесь не нужно. Потому что потом он застынет, конечно, в холодильнике. Так как вот он и должен быть, он не должен превращаться в камень. Здесь многие допускают ошибку вот именно в приготовлении торта «Пьяная вишня», что каменный потом крем получается. Он не должен быть таким. А секрет этот именно вот в плохом, так сказать, взбивании самого этого крема. Потому что этот крем можно взбить до очень устойчивого состояния. Но здесь мы этого делать не будем. И он так и останется у нас даже при охлаждении таким достаточно мягким и подвижным. Так и должно быть. Бисквиту я дала пару часов постоять. Вы можете его убрать в холодильник, но я этого не делаю. Я у него срезала дно. Оно у нас и было дном при выпекании. Также я срезала шапочку бисквита, она нам понадобится. И средний корж я сделала примерно 4 сантиметра. И сейчас у среднего коржа я вырезала середину. И бортики у меня остались примерно 1,5 сантиметра шириной. Если вы новичок и сомневаетесь, лучше сделать вот эту окантовку пошире, пусть даже 2-2,5 сантиметра, потому что она все равно будет пропитываться, и чтобы она идеально держала форму. Теперь я наношу тоненький слой крема на нижний корж. И смотрите, нижний корж я намеренно не пропитываю, иначе это все будет очень влажным, и он будет разваливаться. Сейчас аккуратно вот это кольцо бисквитное переношу на нижний корж. И нарезаю вот на такие вот квадратики всю серединку.
можете это все покрошить, но просто мне хочется, чтобы у меня потом начинки вот эти квадратики все-таки прослеживались. Они будут прослеживаться, просто здесь на камере, может быть, не так хорошо видно. Все это будет. Квадратики я режу не совсем мелко. Минимум 1 сантиметр они должны быть. 1-1,5 сантиметра. Такой предельной точности я здесь не придерживаюсь. Все-таки они должны быть какого-то определенного размера. Всю вишню я добавила к крему. Вишня, конечно, должна быть комнатной температуры. И все вот эти вот кубики также из бисквита добавляю сейчас к крему. Одну треть вот этой общей бисквитной массы я ее измельчила в крошку и просто пропитала ее вот этим вот соком оставшимся. И все это я сейчас перемешиваю до однородности. Заметьте, крем уже практически весь у нас связался. Но благодаря тому, что мы его не взбивали до состояния вот такой плотности, чтобы украшать им, уже делать цветы из него, а он остался у нас такой жидковатый, он и в торте потом будет подвижным и очень нежным. То есть он у нас не будет превращаться в камень, и он не будет идти крупинками и отслаиваться. То есть обратите на это внимание, и торт благодаря этому становится очень нежным и мягким. Вот это очень частая ошибка именно в приготовлении торта «Пьяная вишня». Не делайте этой ошибки, то есть не взбивайте этот крем до очень плотного состояния. Сейчас бортики у этого кольца, так сказать, пропитываю также. Делаю аккуратно очень, потому что все это очень нежное и еще подвижное. Делаю такую мини-шапочку вот из этой кремовой всей бисквитной массы. Шапочкой от бисквита покрываю тортик. Ставлю обязательно в кондитерское кольцо, чтобы у меня тортик схватился. Если у вас нет кондитерского кольца, здесь ничего страшного. Выпекать вы можете в обычной форме для выпечки, а стягивать тортик вы можете просто пищевой пленкой. Она прекрасно держит форму, а верх у тортика можно оставить открытым. Накалываю всю верхнюю шапочку бисквита шпажкой, сейчас обязательно деревянной. И сейчас остатками сока вишневого очень обильно я пропитываю всю эту шапочку. Бояться здесь этого не нужно, так и должно быть в этом торте. Убираю в холодильник часа на 3-4. Можно убрать и на ночь, для торта это будет еще лучше. 100 грамм растопленного молочного шоколада, можете горький брать, все по вашему вкусу. И добавляю туда также 1 столовую ложку растительного масла без запаха. И сейчас уже на охлажденный торт я выливаю всю шоколадную глазурь. Бисквит здесь очень нежный. Я не советую здесь готовить бисквит на растительном масле. Он будет очень крошащимся. Здесь все-таки нужен бисквит вот такой на сливочном масле тяжелый. Примерно 70-100 грамм грецкого ореха я измельчаю сейчас. Можете это в измельчителе делать, я ножом просто нарублю. И покрываю, пока еще не застыла шоколадная глазурь, вот так вот весь тортик грецким орехом. Очень вкусно. Вишня именно с грецкими орехами всегда. Сочетание вот это. То есть это классика. Она всеми любима, всегда актуальна. Очень советую приготовить. И вот показываю, как в безалкогольной версии. Нежнейший получается торт, несмотря на то, что он у меня часа 4 точно провел в холодильнике. Он прекрасно надламывается вилкой, и в то же время он удивительно хорошо держит форму. Его очень хорошо транспортировать, такой тортик. Этот торт получается без преувеличений, тающим во рту. Количество вишни я убавлять не советую. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. Я делаю торт Наполеон. Готовится этот торт из слоеного теста. Я в этом видео покажу вам, как сделать очень быстрое домашнее слоеное тесто. Торт получается необыкновенно вкусный по этому рецепту. В качестве крема я буду использовать крем Дипломат.
И все покажу и расскажу в данном видео со всеми подробностями, как он готовится. Итак, здесь у меня 800 грамм муки, 400 грамм очень холодного сливочного масла, можете даже в морозилку его положить. Я обваливаю вот так вот кусочки масла в муке и натираю сразу же, ничего здесь не жду, его на терке, это масло. И по мере натирания я также уже получившуюся стружку я перемешиваю равномерно с мукой. Долго я здесь ничего не вымешиваю, просто как бы объединяю. Вот так слегка перетираю между ладоней. Это делаю очень быстро, чтобы ни в коем случае у меня не нагрелось масло, иначе потом тесто затянется и будет таким жестким очень. Здесь у меня 2 яйца среднего размера, холодных очень, тоже из холодильника. 100 мл ледяной воды, очень холодной воды, размешиваю также с яйцом. Туда же я добавляю 200 грамм сметаны 10% жирности. Вы можете взять жирный йогурт также. У меня очень холодная сметана, поэтому она вот так выглядит. И добавляю туда половину чайной ложки соли, без горки. Выливаю сейчас всю жидкую смесь в муку с маслом. И очень быстро соединяю эти ингредиенты. Я ничего не вымешиваю. Вы видите, у меня очень неоднородное такое тесто. Как можно меньше нужно работать с этим тестом. Просто объединяем в общий комок. Видите, вот такое тесто у меня получилось. И сейчас сразу же я формирую, даже ничего я здесь особо не скатываю, эти небольшие шарики, из которых я потом буду раскатывать тесто. И убираем сейчас эти шарики в холодильник минимум на час. Я же уберу на ночь. После того, как ночь тесто постоит в холодильнике, при раскатывании его уже не требуется мука. Если вы через час будете работать с этим тестом, нужно будет через час, через 2 еще припылять мукой поверхность. После ночи в холодильнике это тесто никогда не требует того, чтобы припыляли поверхность мукой. И убираем сейчас эти шарики в холодильник минимум на час. Я вот так вот вырезала такие квадратики из бумаги для выпечки и раскатываю примерно по 22 сантиметра вот эти вот слои. Накалываю обильно это все вилкой. На обратной стороне противня выпекаю сейчас эти 2 коржа примерно 10 минут при температуре 220 градусов Цельсия. Вверх-вниз без конвекции. Я не люблю сразу вырезать в сыром виде еще это тесто. Оно немного стягивается. Я люблю вот так вот всегда сначала выпечь, а потом уже в горячем виде я сразу вырезаю. По 18 сантиметров в диаметре у меня получаются коржи сегодня. Видите, какое слоистое тесто у нас получается сразу же. То есть получается превосходное тесто. Оно подходит как для сладкой, так и для несладкой выпечки. И таким же образом в горячем виде сразу же вырезаем. Если будете в холодном виде вырезать, коржи будут очень сильно ломаться. Итак, я выпекаю 16 коржей. Я из заготовок делала 15, но я потом их просто немножко уменьшила в размере, потому что для моего диаметра они мне оказались очень большими. Раскатываем мы это тесто где-то примерно в 2 мм, не толще. 3 это уже максимум. 16 коржей по 18 сантиметров у меня получилось и большое количество обрезков. Я просто хотела здесь украсить Наполеон обычным способом. Здесь я сделала крем Дипломат. Как он готовится, смотрите. Понадобится нам для этого крема все продукты для заварной основы, которые вы видите на экране. Еще нам понадобится 300 мл сливок, но это я уже буду вводить их позже, когда заварная основа остынет. Здесь в ковшике у меня 350 мл молока я нагреваю до кипения, 2 яйца среднего размера, 200 грамм сахара,
50 грамм кукурузного крахмала, пакетик ванильного сахара 8 грамм, 150 миллилитров молока, просто для разведения крахмала, и 100 грамм сливочного масла. Это все нам нужно для заварной основы. Яйца, каждое яйцо по 50 грамм. Добавляю туда сразу пакетик ванильного сахара в яичную смесь и 200 грамм обычного сахара. Сейчас я все это перемешиваю. Молоко тем временем в ковшике нагревается до кипения. Готовится этот крем совсем несложно. Главное знать пропорции и как правильно все это соединить. Крахмал я соединяю с молоком, чтобы ни одного комочка крахмала у меня не осталось. Я все это сейчас очень хорошо перемешиваю и ввожу в яичную смесь. Это делается очень быстро и несложно. Крахмал весь разошелся полностью в молоке, и также желтки полностью разошлись с сахаром. Теперь все это перемешиваю. Молоко у меня уже практически закипает, и я его снимаю с огня. Молоко кипятить здесь на данном этапе нам не нужно. Я убавляю плиту ниже среднего уровня, делаю его, и буду сейчас уваривать крем. Сейчас я помешиваю постоянно в центре ковшика венчиком и вливаю туда всю яично-крахмальную смесь. Ничего здесь не пригорит, ничего не заварится, проверено уже на многолетнем опыте. Теперь, когда размешалась вся смесь, я опять этот ковшик ставлю на огонь и буду его уваривать до состояния таких очень крупных пузырей. Я сейчас все это покажу. Когда пойдут вот такие активные пузыри, значит, смесь достигла уже температуры примерно 84-85 градусов Цельсия. И вот где-то минуту мы ее провариваем в таком виде при непрерывном активном помешивании. Ничего здесь не пригорит у вас. Смесь брызгается, вот как у меня сейчас, видите, и это нормально. Тут еще и венчиком я работаю, и поэтому идут вот такие крупные пузыри. Все, я снимаю с огня, смесь полностью готова, ничего нигде не расслоилось, не пригорело. И теперь уже в горячую эту смесь непосредственно сразу я добавляю все сливочное масло, 100 грамм. И очень тщательно все это просто перемешиваю венчиком. Я здесь ничего не взбиваю. Вот такая гладкая, красивая смесь у меня получается. Теперь сразу же я ее перекладываю в емкость, где она у меня будет остывать. Видите, ничего не пригорело к дну ковшика, такая она и должна быть, эта смесь. И обязательно накрываю пищевой пленкой в контакт, чтобы не образовалось пленки. И сейчас я убираю, остужаю. И остудила я ее в холодильнике. Смесь должна быть в этот раз холодной. Здесь у меня 300 мл сливок, 33% жирности для взбивания, очень хорошо охлажденных. Взбиваю до устойчивых пиков. Взбивать очень удобно вот в таких емкостях для взбивания. Сливки взбили с пакетиком ванильного сахара, 8 грамм пакетик. Вот здесь очень важный момент. Заварная основа у меня остывала сначала при комнатной температуре, а потом, когда немножко она остыла, я сразу ее брала в холодильник. Заварная основа у меня очень холодная. Вот она должна быть в данном креме холодной, чтобы она у вас не расслаивалась со сливками. Ни в коем случае в теплом виде мы ее не добавляем. И видите, я ее не пробиваю ни блендером, ни венчиком. Я аккуратно перемешиваю ее лопаткой. Именно когда проварен у вас крахмал в заварной основе, очень быстро можно разрушить структуру проваренного крахмала в заварной основе, когда вы ее будете взбивать миксером. Вот на данном этапе. Кто-то пишет, что у них жидкий крем, потому что уже структура крахмала полностью здесь у вас разбита. И я в 3 приема ввожу туда сливки и аккуратно перемешиваю лопаткой. И вот такой крем у меня получается в конечном итоге. Теперь я приступаю к сборке торта. Коржи должны быть абсолютно сухими и хрустящими. Если они у вас такие подвижные и не хрустят, значит вы их просто не допекли. 220 градусов Цельсия печем вверх-вниз без конвекции, примерно 10 минут. По 2 ложки крема Дипломат я выкладываю на каждый корж.
Если вы хотите, чтобы торт был более таким влажным, пропитанным, я вам советую использовать просто крем заварной патиссьер. Есть подробный рецепт на моем канале, и тогда торт будет такой очень пропитанный, такой очень-очень мягкий. Я же люблю больше вариант торта Наполеон, такой, чтобы он немножко похрустывал. Если вы будете выпекать диаметр, допустим, 24 сантиметра, у вас получится примерно 12 коржей, 26 сантиметров 10 коржей из этого же количества теста. Но раскатывать нужно, конечно же, тонко. Сейчас я уложила уже 16-й корж. В кондитерском кольце я сейчас поставлю торт в холодильник, и он у меня постоит 3 часа. Он уже будет превосходно нарезаться после этого, и будут такие похрустывающие слегка коржи, как я люблю. У меня прошло ровно 3 часа. Я достала заготовку из холодильника. Тортик уже достаточно стабильный. Я слегка разравниваю все это шпателем или линейкой. И сразу же посыпаю его крошкой. Крошка готовится элементарно. Тоже здесь никакие электрические приспособления для этого не нужны. Я просто в пакете или просто руками измельчаю, или же скалкой. Все это делается предельно просто и быстро. Посыпаю торт, как он и выглядит в классическом варианте, просто крошкой от коржей. Если же вам нужно украшать этот торт кремом или мастикой, его нужно поставить под небольшой гнет, чтобы он у вас полностью выровнялся. И тогда уже обносить его ганашем, либо кремом и покрывать уже потом мастикой. Вот так нарезается торт спустя 3 часа. Если он у вас постоит ночь в холодильнике, он будет необыкновенно мягким и сочным. Но у меня все любят больше вот такой вариант торта, чтобы слегка-слегка похрустывали коржи. Вот так он выглядит в разрезе, этот торт. То есть вблизи очень видно, что все коржи слоистые, многослойные. Крем очень хорошо дополняет эти коржи. И если вы не любите такие высокие торты, можно делать, конечно же, низкие. Здесь как вам нравится. Сегодня по многочисленным просьбам я готовлю торт «Птичье молоко» именно на агар-агаре. Готовится он совсем несложно. Здесь большая часть успеха, на мой взгляд, зависит именно от мощности и от качества самого агар-агара, поэтому выбирайте всегда самый качественный. Сейчас в данном видео я не буду использовать патоку, как она использовалась в изначальном советском рецепте, потому что далеко не у всех есть возможность купить патоку, поэтому я буду показывать на обычном сахаре. И также для коржей в данном видео я буду использовать, как я уже это и делаю много лет, коржи «Золотая молочная девочка» на желтках. Они очень сливочные на вкус, вкуснейшие, очень ароматные, они очень нежные. И многим, кому не нравятся песочные коржи, могут использовать именно вот этот вариант. Итак, тесто я буду готовить на желтках. Здесь мне понадобится 3 желтка, 50 грамм растопленного сливочного масла, 100 грамм муки, 200 грамм сгущенного молока и 2 грамма разрыхлитель для теста. Разбиваю желтки, ввожу туда все сгущенное молоко, масло, все это перемешиваю просто венчиком. Здесь тесто мне хватит на 4 коржа по 18 сантиметров в диаметре. Духовку я уже разогреваю на 200 градусов Цельсия. Выпекать я буду вверх-вниз режим, без конвекции, примерно 7 минут. Коржи пекутся очень быстро, получаются очень ровными, тонкими. Они на вид полностью напоминают нам песочные коржи, но на вкус они гораздо нежнее, тоньше и ароматнее получается. Сейчас я с помощью кондитерского шпателя наношу просто на пергамент. Вы можете брать также силиконовый коврик, тефлоновый коврик. 2 коржа по 18 сантиметров в диаметре. И буду выпекать их примерно минут 7 в заранее разогретой духовке до 200 градусов Цельсия. Коржи мои выпеклись. Теперь сразу же, пока они еще горячие, я вырежу их уже в той форме, в которой они мне нужны. Сразу же вырезаем их по трафарету. Это нужно сделать сразу.
иначе потом они просто будут у вас ломаться. Они прекрасно отходят от пергамента, потому что хорошее количество сливочного масла у нас там есть. Видите, какие они ровные и гладкие получаются у нас. И гораздо нежнее, чем песочные коржи. Это для тех, кто никак не любит песочное тесто, допустим, в тортах. И попробуйте, обязательно приготовьте вот именно с золотой молочной девочкой. Можете просто коржи молочная девочка на целиковом яйце для этого брать. Теперь следующий этап приготовления. Начнем готовить уже суфле. Здесь у меня 12 грамм агар-агара и 150 миллилитров воды. Я просто заливаю, вода у меня такая слегка теплая. Здесь у меня агар-агар не очень сильный, я бы сказала. 900 в нем мощность написана, но у нас в Германии хорошего агара практически нет. И я поэтому беру всегда слегка побольше. Если же вы в России или в странах СНГ, берите 8-10 грамм агар-агара для данного количества белков. Здесь у меня 130 грамм масла размягченного и 65 грамм сгущенного молока с сахаром. Масло взбиваем минуты 3 до белого такого пышного состояния. Это сделать нужно обязательно. Многие этого не делают, а зря. Масляная основа здесь должна быть очень пушистой и хорошо очень взбитой. Видите, как побелело у меня масло. Сейчас ввожу туда всю сгущенку и также взбиваю до пышности. И отставляю в сторону обязательно при комнатной температуре. Ни в коем случае не охлаждаю это в холодильнике. Следующим этапом подготовим уже форму, в которую мы будем заливать суфле, потому что суфле готовится очень быстро, и все должно быть уже подготовлено. Корж у меня 18 сантиметров, форма же у меня 20 сантиметров в диаметре. Еще дополнительные коржи я держу на готове. Если же вы хотите, допустим, 3 или 4 коржа использовать, я буду использовать 2. Остальные коржи я просто заморожу в пищевой пленке, до месяца они хранятся прекрасно в морозилке. Все это мы оставляем уже на готове, чтобы мы могли уже вливать туда готовое суфле. Сейчас у меня все здесь продукты для приготовления самого суфле. Здесь вы видите на экране. Обезжирена полностью должна быть посуда, где будут взбиваться белки. Агар у меня набух где-то уже за полчаса. Ковшик у меня с толстым дном, там, где я буду готовить сироп. Уже на такой умеренный огонь я ставлю нагреваться агар-агар с водой. Сахар я пока туда не ввожу. Ванильный сахар я ввожу во все белки. Белков у меня здесь 180 грамм. Это примерно белки от 6 средних яиц. 180 грамм белка у меня здесь. Белки комнатной температуры. Белки я сейчас пока не трогаю. Они у меня стоят и ждут, пока сироп достигнет где-то 100 градусов. Агар очень важен в этом рецепте. Девочки, кто из Германии, вот этот агар я покупаю только в биомагазине. Либо же можете в кондитерских магазинах брать. Но, на мой взгляд, и в биомагазине он самый дорогой, но он самый качественный. 350 грамм сахара. Сейчас, когда закипит у нас агар, мы введем туда. На готове держим наш масляный крем. Также у меня здесь 1 чайная ложка свежевыжатого лимонного сока. Вы можете также брать лимонный сок уже из упаковки. И сухую лимонку я здесь не использую. Агар, девочки, кто из Германии, ни в коем случае не покупаем в магазинах типа супермаркеты, как Реви, Эдека. Они не подходят. Там агартин, там всего лишь 30 грамм. Агары на 100 грамм продукта. Остальное все там просто идет либо крахмал, либо еще какие-то примеси. Деревянной лопаткой сегодня будем все это перемешивать. Сейчас, когда закипит у меня уже агар, он начнет густеть прямо на глазах, я туда введу 350 грамм сахара. Агар густеет. Сахара здесь больше я не советую брать, потому что торт и так сладкий. И этого количества достаточно сахара именно на данную пропорцию белков. Вот до такой степени уже уваривается агар, и я сразу туда сейчас ввожу сахар. Не больше, пожалуйста, его варите. Просто я это делаю для того, чтобы не было потом комочков агара. На мой взгляд, так агар расходится гораздо лучше в сахаре, чем нежели бы мы все это смешали сразу вместе. Вы можете и вместе сразу это смешать. В принципе, я иногда и так делаю, но на мой взгляд, вот это быстрее мне получается. Сахар моментально сейчас разойдется в агаре, вся эта смесь станет опять жидкой. Сейчас сироп мы доводим до 100 градусов Цельсия, и тогда только я включу белки взбиваться.
Здесь у меня миксер мощностью 700 Вт, объем DigiMixer 3,9 литра. Здесь я все это перемешиваю лопаткой деревянной. Я здесь не боюсь этого делать, потому что некоторые боятся перемешивать. На мой взгляд, лучше перемешать лишний раз, нежели когда смесь начнет подгорать ко дну. Когда смесь закипит, начнется активное пенообразование. Это всегда бывает при закипании агар-агара. И поэтому, пожалуйста, посуду берите уже с какими-то более высокими стенками, чтобы не была она у вас очень низкой, иначе все это просто у вас выкипит. Теперь я беру обычный кондитерский термометр игольчатый, меряю температуру сиропа. Когда она у меня достигает до 100 градусов Цельсия, я начинаю взбивать белки. Раньше белки взбивать не нужно, иначе белковая масса превратится просто в губку. Здесь очень важно обратить внимание именно на взбивание белковой массы до введения сиропа. Она должна быть хорошо взбита, но она должна быть все-таки такой пушистой все равно. Она не должна быть забита до такой необычайной плотности. Этого делать нельзя. Итак, когда у нас сироп уже достиг 106 градусов Цельсия, можете вот так вот проверить на ниточку. Желейная вот такая ниточка будет идти однородная, без разрывов. И уже можно вводить лимонный сок. В принципе, я уже мерить здесь термометром больше уже ничего не буду. Я уже и так знаю, что сейчас еще где-то минутку он прокипит, и он уже достигнет 108 градусов Цельсия. И теперь я перемешиваю просто обычным венчиком. Это уже не навредит сейчас сиропу никак, чтобы просто разошелся весь лимонный сок. И смотрите, какая у нас пышная получилась белковая масса. Вот такая она и должна быть, но не забитая, не в губку превращенная. Сироп вливаем тонкой струйкой с края. Видите, какой получается у нас однородный, красивый сироп, который льется тонкой желейной струйкой, без особых разрывов. Вот такой он и должен быть. От сиропа здесь зависит очень многое. Он не должен у вас комками падать. Если он уже комками падает, значит он уже переварен. Последнее, вот то, что у нас осталось в ковшике, ни в коем случае не собираем со дна и со стенок. Видите, ничего не пригорело, все здесь идеально у нас получилось, никаких комков. И если вы начнете собирать вот именно агар-агар со стенок, потом будут такие некрасивые комки агара у вас в белковой массе. И этого допускать никак нельзя. Здесь ровно 2 минуты я взбиваю потом. Суфле получается уже такой плотный, очень хороший. Пик держит очень хороший у нас эта масса. И можем уже вводить масляный крем. Примерно уже 50 градусов достигает вот эта вся белковая масса с сиропом. Видите? Теперь я одеваю опять этот же самый венчик. Я не меняю здесь ни на насадку лопатка. Здесь я просто на самом малом ходу миксера, на единичке, на первой скорости, я ввожу весь масляный крем туда. И перемешиваю я просто это до однородности. Я здесь ничего взбивать не буду. И я домешивать буду уже просто лопаткой. И все, в принципе, уже я выключаю миксер. Миксер мне здесь больше уже не понадобится. Видите, освобождаем венчик от массы и аккуратно все это складывающимися движениями перемешиваем лопаткой. Буквально в несколько движений, чтобы разошлось все масло, вся масляная смесь. И сразу же переходим к нашей форме и выкладываем все суфле в форму. Поэтому все должно быть уже приготовлено. Суфле схватывается прямо на глазах. Сначала тонкий слой, потому что я еще одним коржом буду прослаивать суфле. Вы же можете сразу без коржей просто внизу положить корж и сверху полностью все суфле выложить. Я же делаю еще один дополнительный корж. Видите, моментально схватывается суфле, оно становится все гуще и гуще, поэтому работать здесь нужно очень и очень быстро. И желательно, чтобы температура в помещении не была очень холодной, потому что агар он моментально схватывается.
Вы можете также это и третьим коржом накрыть, но я его убираю в морозилку. Я не буду этого сегодня делать. Мастихином я распределяю всю поверхность сверху, пока это еще можно сделать. И примерно хотя бы на 5 часов мы убираем это в холодильник. Лучше всего на ночь для стабилизации. У меня прошла ночь. Буквально где-то на несколько миллиметров осела вниз суфле. И по бокам форма, это всегда так, когда работаем с агаром, она отделяется всегда как бы от суфле. И поэтому снимается очень легко форма с тортика. Торт у меня получился 7 сантиметров в высоту и 20 сантиметров в ширину, в диаметре. Здесь у меня монолитным куском 55% шоколад, 200 грамм. Я его растопила немножко на водяной бане, потому что это невозможно потом одними сливками будет растопить. И 150 миллилитров горячих сливок. Я заливаю, просто все это перемешиваю сейчас. И такого количества нам хватит, чтобы покрыть полностью весь торт и еще нанести на него украшения. Глазурь это схватывается быстро очень на торте. Здесь мне захотелось именно сделать такую темную шоколадную глазурь, потому что есть уже сливочная такая глазурь на молочном шоколаде на моем канале, ганаш на молоке. Он не трескается при нарезании, он не белеет в холодильнике. Но здесь мне захотелось сделать именно на темном шоколаде, как это и было в изначальном советском рецепте. И здесь я срезала у кондитерского мешка буквально 2 мм и хочу нанести такой ажурный рисунок сверху на торт. Сейчас я где-то хотя бы на час уберу для стабилизации глазури торт в холодильник, лучше на пару часов, конечно же, убрать, чтобы полностью застыла глазурь и смогу уже торт разрезать. Вот такой тортик получается. Торт несложный, главное иметь хороший и качественный агар. И теперь, когда у меня торт постоит хотя бы час в холодильнике, я смогу его нарезать. Сначала мы прорезаем глазурь горячим сухим ножом, а потом только, когда мы уже сделали надрезы на глазури, так всегда разрезается птичье молоко, мы уже разрезаем само суфле. Сейчас я вам покажу, как выглядит торт на разрезе. Суфле очень плотное, хорошее получается, воздушное в то же время, с очень нежными коржами. Коржи здесь я очень советую попробовать, именно золотую молочную девочку на желтках. Торт готовится совсем несложно, и даже из самых простых продуктов не использовали мы здесь патоку. Но, повторяю еще раз, агар здесь должен быть очень качественным. Если вы сомневаетесь в том, как приготовить на агар-агаре, проходите по ссылке к данному видео и попробуйте сначала приготовить этот торт на желатине. Мне кажется, что на желатине будет гораздо проще. И всем советую купить сразу качественный агар. Сегодня в данном видео я готовлю легендарный бакинский торт обширон. Торт, любимый миллионами. Многие даже боятся себе представить, что его можно приготовить на собственной кухне. Я же сегодня хочу вам предложить безглютеновую версию этого торта, то есть без муки пшеничной будем его готовить и очень быстрым способом. Справится здесь даже новичок с этим тортом. А получается в итоге кулинарный шедевр из нашего детства. Итак, для этого торта мне понадобится 10 яиц среднего размера. Я их буду разделять на желтки и белки. Посуда, где мы будем взбивать белки, должна быть абсолютно чистая и обезжиренная. Аккуратно разделяем, чтобы ни капля желтка не попала в белковую массу. Яйца здесь я беру комнатной температуры. Желтки я буду сейчас использовать сразу в крем, а белки я просто отставлю в сторону. – 400 мл молока я довожу до кипения, 180 грамм сахара, 70 грамм кукурузного крахмала. Я их перемешиваю. Так быстрее всего готовится заварной крем, чтобы не было комочков. 16 грамм ванильного сахара я туда отправляю. Все также хорошо перемешиваю. Вливаю туда 200 мл холодного молока. Также перемешиваю. И вот уже сейчас разбиваю пленочки у желтков и только сейчас вывожу туда желтки.
и тогда комочков не будет в креме. Все это также перемешиваю и иду сейчас на плиту и сварю заварную основу для крема. В закипающее молоко я тонкой струйкой, помешивая в кастрюле, ввожу всю эту желтковую массу. На умеренном огне в кастрюле с толстым дном довожу сейчас всю эту смесь до кипения. Когда пойдут сейчас вот такие характерные для кипения пузыри, крем будет густеть, я провариваю эту массу еще примерно 20-30 секунд и сразу же снимаю с огня. Перекладываю в ту емкость, где она у меня будет остывать сейчас до комнатной температуры, ни в коем случае не до холодного состояния, и накрою пищевой пленкой в контакт, чтобы заварная основа не заветривалась. Убираю сейчас остывать. Итак, 10 белков, щепотку соли туда сразу добавляю. Многие спрашивают, сколько это будет в граммах, примерно 300 грамм белка здесь. 16 грамм ванильного сахара. Яйца, как я уже сказала, среднего размера я здесь беру. Взбиваю до состояния такой пивной пены. И сейчас ввожу туда порциями 250 грамм сахарной пудры. Можете мелкий хороший сахар брать, если у вас нет сахарной пудры. Сахарная пудра здесь у меня без добавок. 250 грамм. Сейчас всю эту белковую массу я буду взбивать примерно около 5 минут. Миксер у меня здесь маломощный, 300 Вт. Вы же смотрите по вашему миксеру. Масса не должна быть взбита вот в такое состояние губки. Меренга должна оставаться глянцевой, красивой, белоснежной. Здесь 220 грамм молотого фундука. Туда же я добавляю 40 грамм кукурузного крахмала. Все это слегка перемешиваю. И ввожу сейчас уже в белки. Порциями, аккуратно, лопаткой перемешиваю. Если вы имеете уже большой опыт в приготовлении тортов, бисквитов, можно на очень низкой скорости миксера все это перемешать также миксером, но я показываю здесь для новичков, что если вы не имеете особого опыта в приготовлении вот таких белковых десертов, лучше, конечно же, все это перемешать на первый раз лопаткой именно. Итак, вот такая масса должна получиться. Она слегка сядет, это нормально, этого не нужно бояться. Противень здесь у меня 42 на 32 сантиметра. Застилаю бумагой для выпечки. Она у меня силиконизированная. Если у вас не силиконизированная бумага для выпечки, следует ее смазать капелькой буквально растительного масла. Сейчас я разравниваю хорошо, именно шпателем разравниваю. И буду выпекать с конвекцией при температуре 160 градусов Цельсия примерно 20-25 минут в заранее разогретой духовке. Корж у меня испекся. Я его сразу же достаю и сразу же еще в теплом виде буду сейчас разрезать на слои. Если у вас нет конвекции в вашей духовке, следует выпекать этот корж при температуре 175 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз примерно 40-45 минут. То есть смотрите по вашей духовке. Сразу же разрезаю сейчас этот корж на 3 вот таких вот маленьких коржа. И буду сейчас завершать приготовление крема. 250 грамм размягченного сливочного масла я взбиваю пару минут до пышности и побеления. И сейчас остывшую до комнатной температуры заварную основу я примерно по 2 столовые ложки буду добавлять к маслу и прорабатывать это недолго миксером. То есть чем дольше мы взбиваем проваренный крахмал, тем более жидкой может становиться масса. Здесь очень важно, чтобы температура обеих этих масс была примерно одинаковая. Лучше примерно 25-27 градусов Цельсия.
Самая частая ошибка, когда расслаивается именно заварной крем любой, это именно тогда, когда не соблюдается температурный режим обеих масс. Итак, крем у меня готов. Сейчас я добавляю туда ромовый ароматизатор. Вы можете на данном этапе пару ложек коньяка туда добавить, кто любит именно с алкоголем делать. Я делаю безалкогольную версию. И просто сейчас все это взбиваю до однородности. Сейчас я делю крем на две равные части. Здесь я раскладываю сразу светлую часть крема в 2 кондитерских мешка, поэтому я визуально для себя поделила на 4 части, но в принципе нам понадобится сейчас вторая половина, вот в которую мы добавим 1 столовую ложку с горкой какао-порошка. Какао-порошок у меня не алкализованный. По традиции в этом торте идет 3 прослоечки из крема, и 4-й частью крема, шоколадной именно, украшается этот торт, поэтому я разложила крем на кондитерские мешки, уже все эти прослойки, 2 светлых прослоечки, 1 шоколадная и 2 шоколадная часть крема для декора. Торт обширон по традиции делается, конечно же, с фундуком. Если вы будете брать миндальные орехи, допустим, это уже будет другой торт. Нужен фундук. Итак, как я уже сказала, я выложила в кондитерский мешок этот крем. Мне так удобнее наносить его на корж. Если у вас нет кондитерских мешков, здесь вы можете использовать просто обычный пакет для заморозки продуктов. Вот смотрите на коржи. То есть корж сам по себе мягкий. Сверху корж будет слегка хрустящий, а сам по себе он мягкий. На второй корж я выкладываю половину шоколадного крема, то есть на первый корж я выложила половину светлого крема. На третий корж я выкладываю опять светлый крем. И вот оставшейся частью шоколадного крема я сейчас украшу боковину торта и верх торта. Здесь у меня насадка 6 мм открытая звездочка. По традиции так украшается этот тортик. Вы можете вообще так его не украшать, то есть все на ваше усмотрение. Видите, вторая половина шоколадного крема вся уходит именно на декор боковины торта и верха торта. Если вы захотите сделать круглый тортик, коржи следует выпекать 3 коржа диаметром примерно 16-18 сантиметров. Все будет зависеть, какой толщины вы хотите эти коржи. Здесь у меня молотый, обжаренный фундук. Я им покрываю боковину торта. И убираю торт в холодильник примерно на 3-4 часа. Можете на ночь убрать. Вот сейчас вот так нарезается торт после холодильника. Он очень получается нежным внутри. Вот такой идеальный разрез у него получается. Лучше всего разрезать его на порционные кусочки в охлажденном виде после холодильника. И когда уже он постоит при комнатной температуре в разрезанном виде, допустим, полчаса, он уже очень нежный и вкусный получается внутри. Вот сейчас я показываю специально, чтобы вы посмотрели, как хорошо он разрезается на порционные кусочки после холодильника. Кто захочет приготовить этот торт с глютеном, здесь просто это же количество кукурузного крахмала вы можете заменить просто обычной мукой. Имеется в виду именно в приготовлении самих коржей. Вот так прекрасно он надламывается вилкой. Нежнейший тортик. Торт легенда, торт любимый миллионами. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.